Добрый день, уважаемые зрители, подписчики и гости моего видеоканала. Как я и предполагал, моя затея с новой рубрикой «Культовые композиции культовых рок-альбомов» закончилась фиаско. Но все же, по крайней мере, один выпуск из этой рубрики я в эфир таки выдам. Дело в том, что я хотел бы поговорить об альбоме, который можно было отнести к разным рубрикам. Но вот поговорить именно я хочу о нем в контексте культовой рок-композиции, входящей в трек-лист этого альбома. Ну что, шведы и Европа и их легендарный, теперь уже культовый, последний или как вам душе угодно, обратный отсчет. Итак, альбом шведской хэви-глэмовой или группы волосатого металла Europe The Final Countdown 1986 года выпуска. И ведь действительно можно эту пластинку поместить, например, в рубрику «Неоднозначный альбом», учитывая яростную реакцию целого ряда рок-специалистов, рок-журналистов, да и некоторых рядовых ортодоксальных слушателей на появление этого альбома, которые нещадно ругали за помпезность, напыщенность, легковесность. Кстати, небезызвестный журнал Rolling Stone определил эту композицию на второе место в списке худших рок-песен 80-х. Ну, я бы лично само это издание определил гораздо ниже. Редкостная дрянь, а не журнал. Я встречал публикации в других изданиях, что Европа чуть ли не проект а-ля «Как стать звездой». Типа собрали каких-то не особо умеющих играть музыкантов, дали им материал, отполировали звук и вуаля! В общем, чушь несусветная. Хотя нет дыма без огня. Группа все же участвовала в шведском конкурсе для рок-музыкантов и победила в нем. А Джоуи Темпеста и Джона Норма признали лучшим вокалистом и гитаристом соответственно. И результатом всего этого стал контракт со звукозаписывающей фирмой. Далее два первых альбома, не снискавших особого успеха. И знаменитая третья пластинка The Final Countdown, разорвавшая хит-парады во всем мире, звучавшая, так сказать, даже не из каждого утюга, а из каждой электробритвы. Кстати, Джон Норум, всегда тяготеющий к жесткому хэви, был недоволен этой вещью, особенно легендарному клавишному рефрену, который знают во всем мире. И после выпуска этой пластинки покинул группу. Хотя, опять же, Европа ведь не позиционировала себя как хэви-металлическая группа. Напротив, и по музыке, да и по виду это была идеальная глэм-металлическая команда. В 1987 году вышел следующий альбом Out of This World. Также очень успешный в чартах. Ну и как не вспомнить участие Европы в нашей музыкальной передаче «Утренняя почта». Да еще и чуть ли не с Аллой Пугачевой вместе. Вот и еще один камешек в огород Europe. Типа, ну какая серьезная команда может делать такие позорящие ее вещи. Однако это была приметой того времени. После MTV никаких границ уже не существовало. Дальше Europe выпустила еще один студийник и в начале 90-х благополучно приостановила свою деятельность, а в конце тех же 90-х состоялась реинкарнация группы в классическом составе. Далее новые альбомы, новые концерты и так далее. Но стиль Европы изменился в корне, они заиграли жесткий hard and heavy, за который так ратовал Джон Норм, и ростки которого были еще на дебютной пластинке Europe. Кстати, Джон Норм очень классный и уважаемый гитарист. Не зря ведь он сотрудничал с известными рокерами Гленном Хьюзом, Доном Докином,
Майклом Шенкером, Микки Ди, Питером Балтесом и другими. И не зря ведь Норома приглашали стать и штатным гитаристом легендарные хардовики UFO. Так что, кто бы и что бы ни говорил, группа Europe заняла свое достойное место в истории рока. И прежде всего благодаря легендарному альбому The Final Countdown. И вот эту пластинку можно определить в еще одну рубрику «Идеальный альбом». А что, альбом-то классный получился на самом деле. И, как говорится, не одноименной композиции единой. Там хватало и других отличных вещей. Одна баллада Кэрри чего стоит. Но, конечно же, заглавная The Final Countdown приобрела действительно культовый статус. Эта вещь известна во всех уголках земного шара. Подозреваю, что даже дикие племена Южной Америки и Юго-Восточной Азии знают интро этой композиции. А вот другие, исконно культовые, олдскульные вещи, такие как «Дом восходящего солнца» или «Отель Калифорния», вряд ли этим могут похвастаться. Так что последний или обратный отсчет – это стопроцентная культовая рок-композиция, ставшая уже мемом. Где только она не звучала и продолжает звучать. Музыкальное оформление различных мероприятий, спортивных состязаний, фильмы и так далее. Кстати, мне понравился тот вариант, который прозвучал в неторопливом боевике 2024 года «Американская звезда». Там ее душевно исполняют под гитарную акустику музыканты, выступающие перед отдыхающими в карибском отеле. А уж на скольких мобильных звучал и продолжает звучать рефрен последнего отсчета, определить просто невозможно. Миллионы. Ну и немного личных воспоминаний из светлых и радостных студенческих годов. В ресторане нашего городка музыкальная программа неизменно начиналась со знаменитой Стиви Уандеровской «I just called to say I love you». Ну а заканчивался вечер, исполняемый на бис The Final Countdown. Ну а теперь немного подробнее об этой культовой вещи и ее альбомном обрамлении. Ну что, верхние места в чартах многих стран, достойная 8-я позиция в альбомном списке Billboard 200 и тройная платина в США, и это для шведской группы. В Штатах ведь были свои группы, играющие в подобном и популярном для середины 80-х стиле. И знаменитые группы, а одни Bon Jovi чего стоят. Но вы знаете, при всей мегапопулярности Джона Bon Jovi я вот лично относился к нему и его группе довольно ровно. Европа мне нравилась больше. В общем, шведы в очередной раз показали, кто есть ху в современной музыке. Начинается альбом, естественно, с культовой заглавной, одноименной The Final Countdown. Ну, клавишное интро промурлыкать может каждый. Ну, оно же всем известно. Да и вообще, это эталонная хэви-глэмовая композиция, насыщенная яркими синтезаторными клавишными, улетными гитарным соляком Джона Норома и умопомрачительным атмосферным вокалом Джоуи Темпеста, но самое главное – это хитовая, красивейшая мелодия, за что особая благодарность ее автору Джоуи Темпесту. Знаете, некоторые высоколобые критики скажут свое фе. Типа, ну что там та Европа по сравнению с серьезными рок-музыкантами, правда, известными в узких кругах. Кстати, постоянные зрители знают, как я уважительно отношусь к не особо известным, но интересным группам. Даже рубрика была отдельная по данной тематике. Ну, правда, благополучно закрывшаяся, ввиду того, что широкие массы зрителей это не особо интересовало. Но все же главным признаком успешности группы был и остается ее главный мировой хит. И к этому стремятся все, я повторяю, все рок-музыканты, что бы они там себе не придумали и не озвучили. И Европа может похвастаться своим культовым хитярой. Резкое рифовое начало, басовая накачка и голосовое покрывало в следующей и очень даже отличной композиции, еще одном сингле «Rock the Night».
с вкусным гитарным соло, следующим за речитативным фрагментом. Такие вещи были символом того славного времени десятилетия 80-х. На хрустальных клавишных перезвонах и голосе, уносящемся в космические дали, с пробирающим до мурашек гитарным соло красивейшая баллада «Кэрри». Срочно приготовить зажигалки для плавного размахивания ими же, а лучше пригласить девушку на танцпол для идеального медляка. Клавишное кружево, сквозной гитарный рефрен в отрывистом хардовом боевике «Danger on the Track». Еще одна отличная композиция в копилку этого альбома. Волнистый хардовый ритм, синтезаторное сияние, воздушный вокал с бэковой поддержкой, виртуозное гитарное соло с классическими оттенками в еще одном скоростном боевике «Ниндзя». Грохот барабанов, мощная гитарно-рифовая база, басовая пульсация, синтезаторное сияние, чередующиеся гитарное и клавишное соло в следующей среднетемповой «Чероки». Раскачивающиеся синтезаторные круги на воде, гитарные переборы, стратосферный вокал, ослепительный гитарный соляк в эталонной хэви-балладе «Times Has Come». Мощный гитарно-клавишный старт, четкий барабанный ход, многослойный высокогорный вокал, гитарный водоворотное соло на фоне басовой накачки «Heart of Stone». Просачивающийся гитарный риф, разгоняющий композицию до второй космической, метрономный барабанный фундамент, очередное филигранное гитарное соло «On the Loose». Синтезаторное интро, напоминающее старт последнего отсчета, размашистый ритм, гитарное сверлящее соло, атмосферное многоголосие, в финальной композиции «Love Chase». Ну что, мы хотя бы попытались еще раз войти в одну реку дважды. Я имею в виду, что мы сегодня с вами выдали в эфир еще один выпуск из рубрики «Культовые композиции культовых рок-альбомов». Поговорив о, поистине культовой композиции 80-х, о ней и об альбоме The Final Countdown группы Europe. Жду ваших оценок, просмотров и комментариев. Ну и, конечно же, лайков. Конечно же, может быть, это набило оскомину. Ну, еще раз вам приходится повторять, что именно лайки являются двигателем прогресса видео на YouTube-просторах. Именно лайки и просмотры, комментарии продвигают видео. Так что поставить лайки нетрудно, а этим вы мне поможете. Ну и напоминаю еще о том, что я был бы не против вашей моральной и материальной хоть какой-то поддержки, создания роликов. Вещь довольно трудоемкая, и времени на это уходит также немало. Поэтому я считаю, что каждый труд должен быть оценен. Ну, если кому-то понравилось, то почему бы и не сделать это. Ну и напоминаю тем, кто еще не подписался, подписаться на мой видеоканал. Пусть нас не так уж и много, но мы, как говорится, в тельняшках. Так что до следующих встреч, мои уважаемые, прежде всего подписчики, зрители, гости, я надеюсь, потенциальные подписчики. Всего вам самого доброго и всего самого хорошего.